Жираф. Без преувеличения животное, известное всем с детства. Это млекопитающее из отряда парнокопытных семейства жирафовых. И да, он самое высокое наземное животное планеты. Но жираф — это не просто своеобразная коровка, а сложно устроенная дылда, весь организм которой заточен под то, чтобы не вымереть от своей же главной достопримечательности – роста. Прежде чем перейти к самому интересному, начнем с азов. Стада этих милых долговязых коровок обитают на юго-востоке Африки. Дядя Степа животного мира – самое высокое животное на планете – 6 метров в длину, 1/3 из которых – это шея. Удивительно то, что несмотря на длину шеи, всего у жирафа 7 позвонков, так же как и у всех млекопитающих. Весят жирафы до 1200 килограммов. Несмотря на рост, вес и шею, бегают жирафы со скоростью скаковой лошади – 55 километров в час. Однако, как правило, ходит не спеша, передвигая одновременно оба правых копыта, затем оба левых. Из-за большой массы и тонких ног жирафы могут ходить только по твердой поверхности. Болотистых пространств они избегают, а реки часто представляют непреодолимую преграду для жирафов. Примечательно и то, что эти на первый взгляд громоздкие и неповоротливые животные умеют даже прыгать, преодолевая барьеры высотой в 1,5 метра. Язык жирафа может достигать полуметра в длину и имеет темно-синий или черный цвет, что, как считается, защищает его от солнечных ожогов, когда жираф питается и выбирает листья среди акаций. Рисунок на шерсти состоит из темных пятен, выделяющихся на фоне более светлой базовой окраски, и у каждого жирафа индивидуален, как у человека отпечатки пальцев. Эти пятна служат не только камуфляжем, но и помогают регулировать температуру тела жирафа. Жирафы обладают острым зрением, слухом и обонянием, что позволяет им заблаговременно замечать опасность. Хорошему обзору местности способствует, конечно же, и большой рост. Своих высоких сородичей жирафы могут видеть на расстоянии до километра. В доисторические времена был период, когда по планете Земля бродили практически одни жирафы, но в связи с изменением климата большинство жирафовых вымерли, оставив лишь 2 современных вида – жираф и окапи. Жизнь жирафа сложна и опасна, начиная с самого рождения. После долгих 15 месяцев томления в мамином животе малыша выбрасывают в этот жестокий мир с высоты 2 метров. Также рождение, несмотря на кажущуюся жестокость, стимулирует дыхательные пути младенца и необходимо для начала дыхания. Молодые жирафы могут начать ходить всего через несколько часов после рождения. И если вы думаете, что жирафенку страшен перелом шеи, то нет. Его просто-напросто с вероятностью в 50% съедят львы. Нередко самки сами затаптывают своего же детеныша в попытке спасти его от хищников. Если детеныш пережил свободное падение и при этом не стал чьим-то обедом, можно его поздравить. Впереди его ожидает пара недель незабываемых приключений. Ведь новоиспеченную мамашу вместе с ее детем изгоняют из стада на 2-3 недели. Кстати, часто молодые жирафы присоединяются к стадам зебр и антилоп гну, если их пока еще не приняли в стадо. Но и для взрослого жирафа жизнь в Африке не сахар. Любому понятно, что ему тяжело спрятаться от хищников на открытых просторах саванны. Поэтому животинки не спят. Вообще. Единственное, что могут себе позволить эти бедолаги, это 10-минутный дрем, чтобы, если что, сразу бежать куда подальше. За сутки таких маленьких снов может быть несколько, но полноценным сном это, конечно же, не назовешь. Хотя Леонардо да Винчи поспорил бы, ведь он считал сон по 15 минут самым эффективным. Во время водопоя пятнистый великан также уязвим. Дотянуться до земли, несмотря на длину своей шеи, жираф не способен. Поэтому приходится учиться растяжке и пластике. Пока несчастный жираф стоит в позе йога у водопоя, растянувшись на шпагате, враги во всех смыслах угрожают его попе. Поэтому наш герой не только не спит, но и не пьет неделями, дабы сохранить свою 5-ю точку в целости и сохранности. Но если уж африканская буренка добралась до воды, то минимум 40 литров из водоема обеспечено. Но чтобы жираф внезапно не упал в обморок, во время водопоя от перепада давления природа одарила животинку 12-килограммовым сердцем. Оно гоняет до 60 литров крови в минуту. Бонусом к этому идет тот факт, что эта кровь гуще человеческой в несколько раз. Да, пьет и спит жираф редко, зато поесть любит как следует. Ведь 20 часов из 24 он только и делает, что ест. А ест он труднодоступные для остальных жителей Африки кроны
деревьев в количестве 30 килограммов в день. Широко распространено мнение, что жирафы являются безголосыми животными, однако на самом деле они общаются между собой на частотах ниже 20 Гц, неразличимых человеческим ухом. Жирафы — это вам не медоеды, и для того, чтобы выжить в жестких африканских условиях, они сбиваются в стада. Правда, зоологи до сих пор не понимают, по каким понятиям живут их семьи. Драки в таких стадах не редкость. Старшие особи регулярно устраивают трепку молодняку. В брачный период бои становятся еще жестче. И как вы думаете, как это происходит? Главное оружие в ритуальных сражениях — жирафьи головы. Раскрутив голову как следует, благо что шея позволяет, бойцы пытаются избить друг друга рожками, которые уже не кажутся такими уж и безобидными. Бои назвали ритуальными, потому что главное оружие жирафа не шея, не рога, а копыта. Один точный удар убивает целых 200 килограммов льва. Победителю же внутрисемейных разборок достается приз в виде самочки. И если все прошло успешно, на свет появляется еще один долговязый ребенок с нелегкой судьбой, но зато очень красивой и длинной шеей. Живут самые высокие существа на планете Земля около 25 лет в дикой природе, но в зоопарках они могут жить до 30 лет или даже больше. А вы хотели бы спать по 10 минут? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами, кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забываем ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!